Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале «Доступная реабилитация». И мы начинаем тему, достаточно важную и достаточно объемную тему. И называется она «Отвисшее плечо при парализации руки». Эта проблема очень часто встречающаяся. Она вызывает очень такие панические настроения у пациентов и у их родственников. Все боятся, что произошел вывих плеча. Выглядит это действительно не очень хорошо. Но, во-первых, не все так страшно, как это выглядит в начале. Во-вторых, есть все-таки моменты, которых стоит опасаться. И в-третьих, все это можно исправить, причем это можно исправить даже самостоятельно, занимаясь правильно с рукой. Тема объемная, и поэтому в одно видео она у нас не поместится. Я разберу ее подробно, потому что очень большой запрос на эту тему даже у наших пациентов, которые проходят у нас реабилитацию, и у нас даже есть отдельное направление, вот именно восстановление плечевого сустава при сильно отвисшем плече. Поэтому будем разбирать и анатомию, чтобы вы четко понимали, что происходит, как происходит, почему это так выглядит и чего не стоит опасаться. Мы будем разбирать комплексы упражнений, чтобы рука работала в данном случае плечевое сочленение. Мы будем разбирать пассивные процедуры, массаж, физиопроцедуры. Полный объем соберем информации, который позволит вам избавиться от этой совершенно ненужной вам проблемы. И эта проблема может все-таки негативно сказываться на дальнейшей реабилитации, на восстановлении руки. Но об этом я скажу в основной части. Ну что, друзья, давайте сегодня поговорим именно о анатомии, о том, почему это так выглядит, о тех мышцах, которые держат наш плечевой сустав, и тех мышцах, которые нужно тренировать. Давайте начинать. Итак, друзья, давайте мы начнем наше повествование с понимания того, что же представляет собой вот эта страшная щель в районе плечевого сустава. И я вам объясню, что что скорее всего это не вывих. Итак, давайте обратимся сразу к анатомии. Смотрите, у нас есть несколько слоев мышц. Соответственно, у нас плечевой сустав накрывает дельтовидная мышца. Накрывает его со всех сторон. То есть полностью, если посмотреть, полностью плечевой сустав, все косточки сустава, они накрыты дельтовидной мышцей. Также у нас есть трапециевидная мышца. Вот она вот здесь идет от затылка также к плечу. Она тоже достаточно крупная. Даже у людей, у которых там она не сильно развита, она все-таки это массивная мышца, которая также примыкает к области плечевого сустава. Что происходит после парализации? Эти мышцы начинают постепенно атрофироваться. Причем, смотрите, здесь такой момент, что если пациент крупный, рука его тяжелая, но это не мышцы, это подкожно-жировая клетчатка, то, конечно же, с одной стороны, тяжелая рука, висящая рука начинает растягивать сустав, тянуть его вниз. Мышцы, как правило, не такие уж и крупные, достаточно быстро атрофируются. И вот во всей красе появляется вот эта щель. С другой стороны, есть люди
субтильные, люди худые, у которых, с одной стороны, так как они худые, легкие конечности, но тоже небольшие мышцы. Они тоже быстро атрофируются, и тоже эту щель сразу становится видно. Так что это за щель? Вот смотрите, если мы уберем верхний слой мышц, если мы уберем трапециевидную мышцу, если мы уберем дельтовидную мышцу, то здесь у нас сразу под ними проступают ось лопатки и, соответственно, ключица. И под ними находится головка плечевой кости. В норме, даже в норме, друзья, лопаточная часть, ось лопатки, она стоит чуть выше плечевого сустава. Фактически, когда атрофируются мышцы, у вас проступают костные основания, и вам кажется, что рука сильно растянута. Она растягивается в капсуле своей по мере атрофии мышц. Но это не так страшно, как выглядит. Вот так я могу сказать. Но за этим надо следить, потому что до бесконечности головка плеча опускаться не может, выпадать из суставной впадины, уходить из нее. Если мы посмотрим с вами, друзья, просто скелет, наш плечевой сустав, то мы здесь увидим суставную впадину, она такая полукруг, и увидим головку полушар плечевой кости. Так вот, посмотрите, если рука оттягивается вниз, головка плечевой кости сползает на край суставной впадины. Так как суставная впадина имеет половинчатое вот такое углубление, то сползающая головка попадает на ее край. И любые движения начинаются с увеличенным трением, что в свою очередь увеличивает травматизацию суставных поверхностей и может вызвать воспаление, которое в свою очередь даст отек и ограничение движений, ну и боль соответственно. Поэтому, друзья, уже во многих видео мы говорили, я и мои коллеги, что когда идет разработка руки, когда вы ее пытаетесь поднимать вверх, отводить в сторону, то прежде чем начать поднимать руку вперед с отвисшим плечом, надо ее подтолкнуть вверх, чтобы головка попала вот на эти скользящие поверхности, и чтобы она спокойно там ходила, чтобы она не терлась о край суставной впадины. Это важный момент, который надо учитывать, и, к сожалению, если не учитывать этот момент, и рука сильно отвисшая, то, как правило, вот эти боли, вот это воспаление в плечевом суставе люди зарабатывают сами себе. Причем, друзья, почему я против вот этих упражнений, которые дополнительно оттягивают, вытягивают руку из плечевого сустава, потому что они усугубляют вот эту проблему. Поэтому здесь, наоборот, если взялись за руку, подпихните ее чуть-чуть в сустав обратно, и уже в суставе начинайте ее поднимать, отводить ее, все что угодно. Главное, чтобы головка вернулась на скользящую суставную поверхность. Итак, друзья, какие мышцы у нас, в принципе, фиксируют плечевой сустав, держат плечевой сустав? Если мы с вами просто посмотрим вот такую прямую проекцию на плечевой сустав, мы увидим, что мышцы задней части области лопатки, мышцы внутренней части лопатки, мышцы верхней части, они все, проходя по задней, верхней, либо внутренней стороне, они все крепятся, одна их часть крепится на туловище, а вторая их часть крепится на плечевой кости. Соответственно, эти мышцы,
они своим креплением прижимают головку плеча к суставной впадине. Если они атрофированы, если они растянуты, а про растянутые спазмированные мышцы я говорил в предыдущих видео на другой теме, то, разумеется, они болтаются, они растянуты, и головка начинает отходить от суставной впадины. И, разумеется, под весом руки она начинает сползать вниз. Это еще, друзья мои, не вывих. Очень часто я вижу многие люди пугаются, идут, делают рентген, и на рентгене им пишут подвывих плечевого сустава. Но, честно говоря, я бы и подвывихом это не назвал, я бы, может быть, назвал это таким функциональным пассивным смещением головки плечевой кости относительно суставной впадины. Потому что, в принципе, это можно совершенно спокойно вернуть назад. И если бы на снимке пациента положили и подтянули ему руку, положили бы рядом с ним, то снимок был абсолютно нормальный. Итак, друзья, возвращаемся к мышцам. У нас есть надосная мышца, которая идет сверху и крепит плечо как бы сверху. У нас есть подосная мышца, достаточно крупная мышца, которая также участвует в движениях лопатки, в движениях всего плечевого сплетения. Она чуть сзади крепит нашу руку. И у нас есть малая круглая мышца. Она также крепится в области бугристости плечевой кости, как бы эти мышцы притягивают руку в сустав. Также, друзья, у нас есть подлопаточная мышца. Подлопаточная мышца, которая выстилает изнутри лопатку, но ее крепление тоже в районе плечевой кости, в районе плечевого сустава. И она точно так же, если она в рабочем тонизированном состоянии, она, как правило, тоже фиксирует плечевой сустав. Но с подлопаточной мышцей чуть-чуть проблема другая. Она часто в патологически спазмированном состоянии, и она ротирует руку внутрь, головку плеча она поворачивает внутрь, затягивает как бы под лопатку. Это патологическое положение, с которым тоже нужно бороться. Но об этом позже. Итак, еще мышцы, которые крепятся в области плечевой кости, это у нас большая круглая, это у нас большая грудная мышца, но они крепятся уже ниже, в принципе, области плечевого сустава, и вот к отвисанию руки, к фиксации плечевого сустава они особо яркого такого значения не имеют. Вот эти мышцы, да, которые мы перечислили, надосная, подосная, малая, круглая, подлопаточная мышца, они, конечно, да, важны, они фиксируют плечевой сустав. Также, если мы посмотрим дельтовидную мышцу, та, которая у нас начинает быстро атрофироваться, которая атрофируется первой фактически, то, соответственно, здесь она тоже удерживает плечевой сустав, потому что крепится вверху она уже за плечевым суставом, на верхних скелетных структурах, а внизу она крепится к телу плечевой кости. Тоже, если она в тонусе, она подтягивает сустав. И, конечно же, трапециевидная мышца, она косвенно участвует в этом процессе, но работа трапециевидной мышцы, как правило, рефлекторно запускает дельтовидную мышцу, и в своем тандеме они подтягивают все-таки плечевой сустав, что также его стабилизирует. Поэтому, друзья, конечно же, не исключены ситуации, когда случается вывих плечевого сустава. Но вывих плечевого сустава, я вас уверяю, перепутать практически ни с чем нельзя, потому что головка плеча буквально уходит, проваливается в подмышечную область. Суставная впадина у вас, по большому счету, практически пустая. Поэтому здесь, если вы видите сильно отвисшее плечо,
Если вы видите достаточно большую щель, там кожа прям проваливается сюда, сразу паниковать не стоит. Выглядит это страшно, но пока что еще ничего критичного не случилось. В процессе разработки, конечно же, надо руку приподнимать, чтобы она находилась в суставе. Укрепление этих мышц в разрезе именно пареза, к сожалению, не всегда возможна активная работа с этими мышцами. Поэтому на первый план у нас вот на ранних этапах выходят это физиотерапевтические процедуры. На первый план у нас также выходит массаж, очень хорошая процедура массаж, которую мы тоже будем разбирать. Мы разберем и ручной, и аппаратный массаж, все варианты. Но все-таки пробовать выполнять пассивные упражнения надо, обязательно надо. Причем в предыдущих видео мы как раз говорили о ограниченной подвижности плечевого сочленения. Если у вас есть проблемы с отвисшим плечом, пересмотрите предыдущие видео, потому что это тоже важный момент. Смотрите, друзья, подъем плеч, как правило, доступен всем. Если он недоступен в активной фазе, его можно выполнить в пассивном режиме, опереться локтем, допустим, в стол и чуть-чуть приваливаясь на локоть, плечо будет у нас подниматься. Грубо говоря, головка плеча будет подтягиваться. Но это вы механически просто возвращаете руку на суставные поверхности. Вот важно научиться приподнимать плечи, поддергивать даже плечо пораженной руки. В этом случае, при этом движении, мышцы чуть-чуть набирают тонус и подтягивают руку. И какое-то время рука так сильно не отвисает. Поэтому вот это упражнение уже можно сейчас взять на вооружение и пробовать периодически вот поднимать плечо. Только, пожалуйста, поднимайте плечо к уху, а не ухо к плечу, как делают у нас некоторые пациенты. Поэтому здесь можно работать как двумя плечами, так и плечом пораженной руки. Желательно это делать перед зеркалом. Если вы видите свое отражение, вы можете контролировать амплитуду движения. Потому что если без зеркала, может, вы чуть-чуть приподнимете руку, а вам уже кажется, что вы задрали руку высоко. Все-таки парез, который изменяет ощущение. Вот. В зеркале вы видите, насколько у вас поднялось плечо, настолько или вот настолько. И, соответственно, здесь уже вы стремитесь к большей амплитуде, как можно выше поднять плечо. Также у нас есть видео по разработке руки, массажу и разработке руки при ограничении подвижности. Там у меня коллеги все рассказывают, как это правильно делать. Вы тоже можете найти у нас на канале и это все пересмотреть. Поэтому, друзья, вот смотрите, в этом видео мы посмотрели мышцы. Мы теперь знаем мышцы, которые стабилизируют плечевой сустав. Мы поняли, что не все так критично, но есть чего опасаться. Поэтому не пугайтесь. Часть ваших тревог, я надеюсь, я снял. Поэтому работайте плечом, подтягивайте руку, не допускайте свободно болтающейся, свободно висящей руки. Смотрите, очень часто, что я встречаю в работе. Приходит пациент с парализованной конечностью кушать элементарно за стол. Вот он сел, а рука как болталась между ног, так и болтается, продолжает отвисать. Пришли, не поленитесь, здоровой рукой возьмите свою пораженную руку, положите на стол перед собой, чтобы у вас локти упирались в стол. Тогда плечо у вас сразу приподнимется. И таким образом, как можно чаще выкладывайте руку на какую-то поверхность, чтобы снизить вот эти гравитационное воздействие тяги веса руки вниз, которое оттягивает, растягивает все связочные структуры и капсулу плечевого сустава. Поэтому держим руку повыше, держим руку на поверхности, периодически приподнимаем плечо
и все будет уже сейчас на этом этапе неплохо. Вы сразу увидите, что при подъемах плеча какое-то время рука находится более-менее в суставе. Итак, друзья, на сегодня вот эту анатомическую часть мы, наверное, закончим. В следующем видео мы разберем с вами массаж. Какие мышцы массировать, как класть руку и так далее. На сегодня, друзья, я заканчиваю. Я напомню вам про подписку в телеграм-канале, где проходит все-таки живое общение. Там я чаще туда заглядываю, мне быстрее там написать сообщение, проще донести до вас какую-то такую короткую информацию информационного плана. Поэтому подписывайтесь на Telegram. Часто я там не выкладываю ничего, чтобы вас не мучить всякими этими ненужными сообщениями. Но когда что-то идет по делу, не надо ждать неделю до выхода видео, а оно сразу летит в Telegram. Там же вы можете задать мне все свои вопросы, и мы с вами там пообщаемся, и отвечу на все ваши вопросы. Все, друзья, на сегодня я заканчиваю. Увидимся с вами на следующей неделе, в следующем видео. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и будьте здоровы!